Всем привет! Хочу поговорить о ТВ-приставке X96Q и провести небольшой обзор. Эта приставка у меня достаточно давно, чуть больше 2 лет. Уже накопилось много информации о том, как она работает. Почему я выбрал именно эту приставку? Потому что по характеристикам она мне показалась очень интересной за свою стоимость. Во время выбора приставки немного напрягала информация о том, что данная приставка часто используется в ботных сетях. Но меня это почему-то не останавливало. Упакована приставка в плотную коробку черного цвета. Внутри коробки приставка, пульт дистанционного управления, кабель HDMI и адаптер питания. В общем, ничего лишнего. У данной приставки бывают разные ревизии и соответственно характеристики. Я заказал приставку именно X96Q и, как оказалось, впоследствии с модифицированной прошивкой, но об этом позже. Характеристики приставки следующие. Процессор Allwinner H313, 4 ядра с частотой до 1,3 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ постоянной. Wi-Fi только 2,4 ГГц. Все это работает на Android 10 с простым интерфейсом. Есть два разъема USB-A и слот под карту памяти microSD. Вход HDMI, LAN разъем для проводного подключения к сети, разъем под аудио-видео и выход для подключения дополнительного инфракрасного датчика. При первом включении приставка загружается достаточно долго. Последующее включение происходит быстрее. Интерфейс я бы назвал спартанским, не перегружен. Плитки некоторых приложений, которые установлены уже по умолчанию вместе с прошивкой, Netflix, YouTube и Kodi, и другие приложения, и настройки самой приставки. В общем, все под рукой. Есть область для своих любимых приложений. Если зайти в настройки приставки, то выглядят они как обычное меню Android TV, других приставок и телевизоров. Разобраться несложно. Все стандартные приложения для воспроизведения видео запускаются достаточно быстро, не тормозят. Приставка также легко воспроизводит видео с разрешением Full HD. За 2 года не было ни зависаний, ни тормозов. Приставка использовалась исключительно для онлайн-кинотеатров и подобных приложений и создавала приятное впечатление от работы. Почему я говорю, что создавала? Потому что заметил в работе сети некоторые особенности, а именно после последнего обновления, которое произошло в декабре 2025 года, по мониторингу роутера наблюдались всплески исходящего трафика. Исходящий трафик превышал входящий, а меня это немного насторожило. Решил ради эксперимента поставить антивирус Dr. Web на приставку и протестировать ее. Может, что найдет. И вот антивирус обнаружил пару вирусов. И при проведении аудита устройства выдал сообщение, что приставка имеет root права и установлен сертификат от разработчиков, который может использоваться всем, кем попало, для доступа к устройству. Подумал, ну ладно, бывает. Может, ошибся антивирус. Один вирус получилось удалить, второй был зашит в системный файл, который Dr. Web не смог удалить в силу отсутствия у него root прав. Но как только я удалил зараженный файл, трафик пропал. Может, конечно, совпадение? Решил прошить приставку на прошивку, которая была выпущена до 2025 года, а точнее прошивку 2023 года. И потом поставил антивирус на нее. Вирусов не обнаружилось. И пока приставка снова не обновилась, вирусов не было, как собственно исходящего трафика. Как вы уже поняли, после обновления до последней на момент 2025 года прошивки все повторилось. И приятные впечатления, которые доставляла данная приставка, улетучились. Возможно, это какая-то реклама или может быть еще что-то не такое серьезное. Но появилось желание о смене приставки на что-нибудь брендированное. Если бы не это событие, то данная приставка очень даже неплохая за свою цену. А что вы думаете по этому поводу? Стоит вообще переживать? Давайте обсудим в комментариях. Если досмотрели до конца, то спасибо за просмотр. И если интересно, подписывайтесь и ставьте палец вверх. Всем пока!